6 апреля 1986 года в 1 час 23 минуты на 4-м блоке Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа 20 века. Спустя 20 лет мы предприняли попытку с документальной точностью воссоздать первые трое суток жизни страны после Чернобыля. Мы знаем, что более полной картины уже не восстановить никогда. Ведь с момента аварии ушло из жизни более 30 тысяч человек, участников и свидетелей этих событий. В наш фильм включены информационные репортажи советского телевидения тех апрельских дней. А именно тех 76 часов, когда советская власть скрывала от мира сам факт случившейся катастрофы. Я услышал гул. Низкие тона, как будто стонал человек. Ну и взрыв последовал. Все эти многометровые толщи бетона шатнуло, погас свет. У нас стена, как говорится, по ряду она, из стекла, прозрачная. Вот, все стекла повылетали, был страшный. На блочный щит управления вбегает машинист паровых турбин, 7-й турбины, Бражник, и кричит: в машзале пожар, вызывайте пожарную команду. Взрывом посносило там масляные трубопроводы. Часть металлоконструкции крыши качалась и упала прямо на 7-ю машину, прямо у меня на глазах. Он с перепуганными глазами, я говорю: ты откуда? Он говорит: реактора нет. Там, говорит, крыши нет и звезды видно. Вот тут, вот это первый, от кого я услыхал вот такое. Кое-что горело у нас уже там. Занимались с ребятами, правда, умерли все практически, кто были со мной. Но в результате взрыва в эти же секунды, мгновения выбросилось из этого жерла не сотня, а сотни тонн ядерного топлива, радиоактивно зараженного горючего, всякие обломки, разворотило все, что в округе. И если даже такая вот плита, ее назвали Еленой, 20 тонн по весу, я подбросил на 150 метров в высоту, и она упала ребром. Страшное эхо взрыва в считанные минуты отдается в Припяти, Киеве, Москве. Работают секретные линии связи КГБ, МВД, энергетиков. Первые пораженные, фактически побывавшие в эпицентре взрыва, поступают в больницу Припяти, где лежит Светлана Белодид, родившая накануне дочку. Значит, что мы кормим детей, и у нас забирают. А в этот момент у нас час не берут детей. В 22 минуты второго случилась авария, потому что очень был сильный топот по больнице. Знаете, как вот бегают? Очень толпа бежит. И мы вдруг... А перед этим что-то содрогнулось. Очень светло стало на улице. И мы подумали: молния. Москва. Квартира замначальника Главного управления МВД СССР Вячеслава Рубцова. Звонка нет, а я встаю. Жена мне потом уже говорит: Слава, ты что, чудной? В этот момент звонит звонок. И дежурный докладывает мне, что Вячеслав Федорович, неопределенно, что на Чернобыльской станции случилось что-то невероятное. В Киев, в первую очередь, информация идет по линии КГБ. Мне предварительно доложили так, что там пожар. Я обязан доложить, и знаю, что это станция Чернобыль, опасная зона. Говорю: скажите мне, какой пожар, что произошло, где? Не говорили, что взрыв. Потом, значит, уже сказали: да, 4-й блок, значит, вот взорвался. Я тоже доложил
ЦК и Кабинет министров. Когда было известно, что радиация вокруг станции в первые часы и минуты, то директор станции, которую я застал, Брюханова, который осужден 11 лет, он руководство свое упрятал в защитное сооружение под самой станцией. Это все дела гражданской обороны, естественно. Да? Ему начальник штаба, подполковник запаса Воробьев докладывает, что уровни радиации вокруг станции за 400 рентген зашкаливают. И что он сделал? Он вызывает опять особиста. Видите, как мы иногда защищаем советскую власть. Я тоже родился в то время и был коммунистом. Но какая мерзость. Вместо того, чтобы им спасибо сказать, он вызывает особистов, арестуйте этого человека, он провокацией занимается. Пока, значит, вот собирали эту информацию, потому что очень тяжело было собирать ее, открытым текстом говорить не совсем было признано. Потому что все это дело, значит, было под грифом. Серьезность ситуации не вызывает сомнения. Персонал принимает меры по локализации аварии, предотвращению цепной реакции взрывов и пожара на другие реакторы. Спасают пострадавших. Существовала схема оповещения. И перед каждым стояла задача, кого я оповещаю, кого мой зам, кого скорая помощь. Все же это было расписано. Я обязан был сообщить в свое третье главное управление при Министерстве здравоохранения СССР, тогда оно так называлось. Я сообщил, вот, а потом сообщил в 6-ю клинику. Кстати, я разговаривал с Гуськовой и лечился у Гуськовой потом. Вот, правда, она мне сказала, что это у вас не ожог радиоактивный, когда я лежал в клинике, но на том месте мне уже удалили раковую опухоль. Ну, это отступление такое, это не имеет никакого значения. Прямая телефонная связь Припять-Москва. У аппарата профессор Гуськова, специалист по лучевым поражениям. Худшее становится очевидным. Радиация вырвалась из-под контроля. Примерно к 4-5 часам утра в медико-санитарной части было уже около 150 больных. Был один тяжелый больной, одного искали на территории обрушенного блока. И для меня стало ясно, что это, конечно, не пожар по быстроте формирования этих состояний, и что всех надо везти в клинику. Позвонил мой коллега, заместитель тоже председателя комитета, Алексеев Михаил Петрович, который сказал, что что-то случилось на Чернобыльской станции. И это все характеризовалось такими невинными понятиями, как там какие-то хлопки, что-то такое там произошло, что-то такое не то треснуло, не то взорвалось, но непонятно что. Они просто в лоб сказали, что реактора больше не существует, а признаки того, что его больше не существует, у них были очень наглядные к тому моменту. То, по существу не исключено, что прямо тут же из Москвы были поданы бы им какие-то разрешительные сигналы действовать совершенно однозначно и четко по любым категориям действий, вплоть до эвакуации или еще чего-то. К 5 утра повышение уровня радиации фиксируется в Припяти. Находившимся на станции выдают стабильный йод. Припять мирно спит. Зоометристы были, все это, как это, оценивали, докладывали все это в Центральный комитет, в Совет министров докладывал в Центр Москву. Я помню, что Михаил Сергеевич говорил о ночном звонке об этой аварии на энергоблоке. Ну, естественно, как ему, так и Раисе Максимовне это стало известно. Стало известно, что это что-то неприятное, но я думаю, что дальше такого достаточно пока туманного представления о том, что произошло, у него представления не было. Московское время 6 часов утра. Мне позвонил домой, на даче, где я жил, под Москвой. Позвонил майорец Анатолий Иванович, министр энергетики нашей страны. Вот, и сказал, что на Чернобыльской станции на Украине произошел взрыв.
ночью. Я стал спрашивать, что за взрыв, что взорвалось там. Может быть, генератор, допустим, это бывали такие случаи. Он говорит, я знаю, что произошел взрыв, но детали я не знаю. Я говорю, ну вот, давайте так, я уезжаю, где-то 8:30 я буду на работе. Вот к этому времени вы должны полностью выяснить, что произошло глубокой ночью на Чернобыльской станции. И позвонили Николаю Ивановичу Рыжкову. Позвонили, я думаю, что это был, кажется, дежурный министерства Славского. Там же всегда это порядок, так сказать, поскольку это там атомная система и электростанции вообще, и оборонные, так сказать, министерства. Вот. И рано утром он мне доложил. Сейчас не могу вспомнить, или в 4, или в 5. Мы, он доложил то, как ему сказали, что произошла авария. И пока ничего, так сказать, и сказать нельзя было. 26 числа я Горбачеву не звонил, потому что прежде чем звонить, я привык, чтобы знать прекрасно этот вопрос, что же произошло. А правда состоит в том, что мы абсолютно были, не готовы к таким вещам. Да не только мы, и мир не готов, чтобы вот такие вещи. Что делать во время этого? Я когда утром шел на работу, то меня встретил Легасов, он тоже здесь рядом живет, с чемоданчиком. Я его спрашиваю, куда собрался-то? Он говорит, да вот там в Чернобыле что-то случилось. Ну, случилось, он улетел туда. Как-то, знаете, гнал я мысль, что может быть реактор взорван. А когда он 8:30 позвонил мне, говорит, да, взорвался реактор. Тогда я, уже окончательно убедился, что дело очень серьезное, что это уже связано с атомом, с радиацией. Позвонил мне в 9 часов утра Друдинец Василий Васильевич, первый заместитель министра внутренних дел. Сказал, Валентина Семеновна, а за эти сутки в Украине сколько-то убийств, сколько изнасилований, сколько квартирных краж, сколько хулиганских проявлений. И была пожежа, так сказать, на Чернобыльской атомной станции. Пожар. Я говорю, что за пожар, Василий Васильевич? Да ничего серьезного, там наши уже пожарники, там заместитель министра внутренних дел на станции. Пожар погасили, все нормально. Я ему говорю, а как народ там в Припяти? Что люди? Есть ли какая-то опасность? Он говорит, да нет, вот идет там свадьба, вот люди ловят рыбку, там копают огороды, садят огороды и так далее. Все нормально. Дети пошли в школу, соответственно, утром в субботу. Вы понимаете? Хоть Женя так сказала, она как бы немножко зашторила окна, то есть закрыла все окна. Но это уже не от нас зависело, это власти. Мы властям доложили, что надо запретить все посещения школ, садиков и так далее. Но почему этого не случилось, что дети пошли в школу, я не знаю. Город поливали водой, но никто ничего не знал. Абсолютно. Спокойно ходили по магазинам, еще в очереди постояли за циновками. И тем не менее уже генералы на БТРах по всему городу ездили. Вы понимаете? Всех этих в масках, да, ноль. Хоть кто-то бы сказал бы, что вот хоть каким-то образом, чтобы предотвратить. Мы доложили Политбюро о том, что произошло, насколько это тревожно, какие нужно принимать меры, что, видимо, нужно подготовиться к эвакуации населения. Первое срочное донесение в ЦК КПСС из Министерства энергетики и электрификации СССР за подписью замминистра сообщает о взрыве в верхней части реакторного отделения 4-го блока Чернобыльской АЭС и возгорании кровли, ликвидированного к 3:30 ночи. По мнению 3-го главного управления при Минздраве СССР, принятие специальных мер, в том числе эвакуации населения, не требуется. В 11 часов утра я подписал постановление, нашли мы Щербину в Оренбурге. Я ему сказал, чтобы он немедленно летел в Москву, добирался. И в 2 или в 3 часа дня спецсамолет уже был на аэродроме. И комиссия, куда вошли ученые, и во главе с Щербиной,
и другие министры некоторые, они вылетели туда. Заседание редколлегии ведет главный редактор «Правды» Виктор Григорьевич Афанасьев. На первой полосе День Родины, включающий сельскохозяйственный обзор, который сдает сельский отдел оперативно. Переходящий вымпел Александру Сергеевичу Лаусенко. Он отлично поработал на полях соседа после того, как закончил сев дома. Официальной информации населению об аварии и растущем облаке радиации нет. Только слухи и догадки двигаются параллельно с бедой, моментально проникая на базары и вокзалы. Все водители, которые были возле вокзала, водители такси, срочно командированы, всех собрали и в неизвестном направлении увезли. Предположительно, в район атомной станции в Чернобыле. Мой отец работал здесь на вокзале, и когда позвонил с Киева, он дежурным по вокзалу работал, и когда позвонил ко мне туда на работу, мне сказали ничего лишнего не разговаривать и сказать просто все нормально, все хорошо. Но когда он сказал, что у нас что-то случилось, что очень много народа, что там такое, я говорю, да, у нас что-то на атомной, нас рассоединили. И больше мы связи с ним не имели, через 3 месяца только встретились. Зараженная территория к 12 часам дня. Добрый день, уважаемые товарищи! По вашим многочисленным просьбам, гостья нашей сегодняшней передачи – народная артистка РСФСР Эдита Пьеха. Лей, лей, дождик веселей, ой, ой, песня соловей. Хотя бы дать информацию по радио, телевидению, закрыть окна, не выходить на улицу. Ничего не сделали. Люди шли, смотреть на это пожарище. Если бы вот этот план, который был создан по защите персонала и населения при авариях на ЧАЭС, тоже не был засекречен. А чтобы этот план был доведен до сведения, я не говорю широкой массы населения, но тем не менее, например, до того же председателя исполкома, секретаря горкома, причем, но и чтобы они же прониклись, им же тоже надо было проникнуться. Извините меня. Среднее машиностроение, оно располагало этими всеми секретами, как надо действовать в этой ситуации, но не распространяло и держало в себя. И у нас даже были такие медикаменты, которые позволяли, дать здоровому, то есть человеку, который еще не облучился, дать ему таблетку, он идет в заведомо зараженную зону и не получает облучения. И у нас были таблетки, они секретные. Кстати, это творение Ильина. В 3 часа дня мы погрузились в автобус и поехали на смену. Когда я приехал, нас провозили как раз мимо развала Чернобыльск, вот этого 4-го блока. Это расстояние где-то, наверное, было так метров 150. Никто не знал и не мог доложить, какая радиационная обстановка на станции. Дозиметристы доложили, что не в пределах нормы, но, дескать, жить можно. Абсолютную цифру или было запрещено говорить, или не знали. На станции дозиметры были максимум на 5 рентген. Один был у них дозиметр
на 200 рентген, это в службе радиационной безопасности. Ну, стало совершенно очевидно, что произошло такое событие, при котором, не дожидаясь никаких следующих, как говорится, свидетельств о развитии этого процесса, нужно сразу начинать эвакуацию ближайших, так сказать, пунктов населенных и так далее. И где-то часов 8 вечера Щербина позвонил и сказал, что да, действительно, большое разрушение, огромнейшее разрушение. Над реактором стоит, значит, ну, такой дым, пар, вот, что радиация, что подходить к реактору нельзя. Ну, а приехала государственная комиссия во главе заместителем председателя кабинета министров Щербиной, который вообще сказал, что мы будем работать без единой бумажки. Ну, так понятная вещь. Мы только можем устно общаться, а бумажек писать не следует. Вот. К 20:00 в Останкино полным ходом идет подготовка к прямому эфиру информационной программы «Время» Центрального телевидения СССР. И верстались выпуски основные. И, собственно, никакой информации о том, что что-то произошло, у нас, конечно, никакой не было. Обычная хроника дня текущего, выпуск верстал в микрофонную папку. Ничего нового, ничего интересного нет. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. Сегодня генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев Вашингтон. Встретился... После ожесточенных дебатов Палата представителей Конгресса... Сегодня в Бейруте вновь вспыхнули вооруженные столкновения между противоборствующими ливанскими На группировками. Гаити сохраняется комендантский час. Прозвучал гонг, побежала стрелка секундомера, и начался конкурс самых умелых в Москве сборщиков удивительного, увлекательного, непослушного кубика Рубика. За сколько... Я сравниваю ситуацию Чернобыля вот с той паузой сталинской, когда он, так сказать, исчез из Кремля, и когда, так сказать, вот возникла эта тогдашняя тоже пауза политическая, информационная. Для Горбачева фактически Чернобыль стал первым таким тревожным, если бы он был суеверным человеком, он бы увидел в этом знак беды какой-то, вот так сказать. Шок от этого события, он был настолько силен, и психологическая неготовность настолько велика, что она существовала во всех слоях. От специалистов до правительства. В районе 11 часов вечера, когда правительственная комиссия обменялись мнениями, получили информацию, было принято немедленная эвакуация города Припяти. В то время такая строгая субординация была, что каждый на себя не принимал какого-то решения. Ну и все, вот в чем весь секрет. Московское время. Вы слушаете новости. Около 12 ночи мне позвонил Щербина. Надо Припять эвакуировать город. Это вот было ночью. И что я прошу, значит, вот наше мнение комиссии, что однозначно надо вывозить людей. Значит, ну, советоваться не с кем было. Созывать совещание там и далее. Я ему сказал, мнение комиссии единогласно? Да, единогласно. Мы все за то, что надо. Я говорю, все, я подтверждаю. Делайте. Еще ночью в Москву 2 самолетами доставляют потерпевших с лучевыми поражениями. Их срочно размещают в специализированной 6-й клинике при Институте биофизики под секретным названием «Радиологический центр».
И мы провели с профессором Гуськовой обход пострадавших. Сразу было ясно по целому ряду синдромов, симптомов о том, что около 30 человек еще живы, но уже убиты радиацией. И вот только тогда мы все поняли, что на Чернобыльской атомной станции произошло нечто страшное. Такого радиоактивного загрязнения людей мы никогда в своей практике не встречали. Многие там шутили друг на друга, ну, молодые в основном. Вот это психологически очень тяжело, что вот люди, ну, подшучивали друг на друга, ну, как-то вот в этом смысле поддерживают друг друга. А нам было тяжело психологически, потому что мы знали, что у многих дела будут плохие. Вы знаете, говорит, вы нас вызовете, и мы вот этим людям этот тяжелый момент поможем. Ну вот. Позвонил Горбачеву. Но я так понял, что он знал. Он знал уже. Но, знаете, потом-то была создана комиссия Политбюро, вот, которую я возглавил. Он в этих делах, Горбачев, я бы сказал, он полностью доверялся нам. Он не лез в это дело. Эти трое суток мы не знали ситуацию. И назвали ее нештатной, видишь? И нам в Политбюро пришла информация. Вообще в Москву. Случилась авария. На 4-м блоке. Пожар идет. Что это означает? Какой пожар? Ему сказано было, что взорвался реактор, что принято решение ночью. Я же ему сказал, что ночью принято решение мной о эвакуации города Припять. 40 тысяч человек надо вывести. Он это все прекрасно знал. А зачем мы вывозили? Из-за пожара, что ли? К месту аварии в срочном порядке стягивают войска химзащиты. Делают первые попытки заглушить реактор песком и глиной. Гидрометцентр ведет измерение радиации. Началась тотальная мобилизация сил всей страны. Только эфир все так же полон безмятежными сообщениями. Начали кричать первыми шведы. У них резко повысился уровень радиации в стране. Они остановили свои все станции атомные. А уровень рос. Тогда, после этого, американцы перевели свои спутники. И начали прочесывать нашу страну. И вылезли на Чернобыль. Когда идет такая серьезная вещь, как вытечка от атомной электростанции, это сразу передается и по радио, который вещает каждые полчасика, и по нашему ТАССу, так сказать, ТТ, который главное информационное агентство Швеции. Сегодня в колонном зале Дома Союзов состоялось торжественное заседание. Подшипниковый завод – предприятие известное. В 1,5 раза увеличится объем строительства. Предстоит проложить 124 километра новых линий. На заявление президента США Рейгана о том, что Советский Союз будто бы проводит испытания противоспутниковых систем. Делегация известных журналистов были приглашены Нью-Йоркским университетом на трехдневную дискуссию по проблемам взаимоотношений Восток-Запад, проблемам гласности и демократизации, которые в это время были объявлены как государственная политика, горбачевская политика. И модератор, первый вопрос, задает совсем не о том, к чему мы готовились. Вопрос о том, знаете ли вы, господа, представители российской прессы, телевидения, о том, что у вас произошла страшная катастрофа. В Чернобыле взорвался ядерный реактор. Прошло несколько дней, которые мы там были в Нью-Йорке, о чем только не говорилось, какие только комментарии не давались. Но истинных, правдивых сообщений, официальных сообщений так и не поступало. Внимание!
связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города в близлежащие населенные пункты Киевской области. По этому жилому дому сегодня, 27 апреля, начиная с 14:00 часов, будут поданы автобусы в сопровождении работников милиции и представителей горисполкома. Это единственная съемка Припяти 27 апреля 1986 года. Уникальные кадры эвакуации. В отличие от людей, пленка чувствует радиацию и фиксирует ее в виде белых засвеченных пятен. Оператора, снимавшего это, уже нет в живых. Пришли в квартиру, я буквально была там несколько минут. Даже не кормила ребенка, потому что зашел милиционер. Пока мы не вышли из квартиры, он нас не выпустил. Ну, в смысле, не ушел с квартиры. Сели в автобус и уехали. Очень было организовано, очень четко. Милиция, значит, очень, вот так, знаете, сработано было четко. Так, даже, значит, я удивился, вроде бы, значит, до этого тренировались. Я зашла в автобус, а мне спрашивают: у вас кто, девочка или мальчик? Я говорю: девочка. А как ее зовут? Я говорю: не знаю. Мы еще не успели назвать, потому что я еще только с больницы. Выехали мы за город Припять. Дети. Автобус как раз стал подниматься, территория сзади была открыта, и из этого реактора видно, как дымок. Да, такой веет реактор дымок. И мы как раз ехали, видели, потом вот этот разговор затеяли. Светлана, может, продолжить? Какой разговор? В смысле, за ребенка? За ребенка. Как назвать? Как назвать ребенка? Ну, весь автобус почему-то решили Кристиночка или Мариночка. Ну, думаю, Кристиночка как бы... Как назовем? Все кричат: Кристина. И решили назвать ее Кристиночка. Автобусы в сутки стояли уже вокруг Припяти. И все вот целой колонной поехали. И многие работали на огородах, вообще ничего не знали. Многие работали на огороде, вообще ничего не знали. В лифчиках, в трусиках. И как-то стали исчезать птицы. Такое время было. Как-то все, вот понимаете, все замирает природа. А уже на следующий день утром уже пошли автобусы и вывозили население Припяти. Размещали в Киеве. Первых вывозили беременных женщин. Мы их размещали под Киевом. В санатории, домах отдыха. Извините, сложно очень. Несмотря на принимаемые меры по эвакуации, обстановка крайне напряженная. С воздушными потоками стремительно распространяются радионуклеиды йода и проникают в организм человека. Зараженная территория ширится. Под незримой угрозой находятся миллионы людей и в нашей стране, и в Европе. Направляли все свои документы с соответствующими грифами и в руководству страны, руководству на местах, но и, конечно, через руководство на местах об этом знало население, когда принималось решение об эвакуации. Мы не знали эту радиационную обстановку. Почему? Потому что, во-первых, это немножко держалось в секрете, не разглашалось. Наверное, была команда на это дело. И, во-вторых, получить быстро эту информацию невозможно было. Потому что она ступенчато поступала и так далее. И там до низов, скажем, она доходила в последнюю очередь. Сначала доходила до руководства, до правительственной комиссии и так далее. Мы сразу же сообщили о наличии в воздухе йода 131, который являлся опасным для щитовидной железы. У него период полураспада небольшой, всего 8 дней, но тем не менее в первые дни он нанес большой ущерб тем людям, которые
пили молоко, например. Мой приятель из Америки, Фрэнк фон Хиппель, прислал телеграмму, в которой написал, что надо срочно давать всем таблетки йода. На местах никаких команд не поступило. Все боялись высокое руководство, паники и так далее, дезинтеграции сельскохозяйственного производства. И поэтому не было выполнено в большинстве случаев двух важнейших факторов, которые, кстати, нужно было делать незамедлительно после аварии. Первое, грамотно, с правильными дозировками дать препараты стабильного йода. И второе, категорически запретить потребление молока, цельного молока местного производства и листовой овощи. Вот ничего этого практически не было сделано. Отсюда и единственным радиологическим последствием Чернобыля является рак щитовидной железы. Мы вот городская власть. Народ, никаких нет распоряжений, никто не знает, что произошло, что делать надо. Со стеклянными глазами люди идут. Я направилась машиной в сторону Чернобыля, тут 80 километров. Идет старик с коровою. Я говорю, вы куда? В Киев. Я говорю, как в Киев? Зачем Киев? А он говорит, ну там пожар, горит все. А куда я с коровой? Я говорю, а в Киеве куда? Он говорит, а я знаю куда. Но все равно я в Киев, там же у вас в Киеве не горит вроде. Я не знаю, что ему сказать. Куда деть старика с коровой? Я уже не говорю о том, что идут женщины с детьми. Первое время мы их, и никто не знает, что делать. Мы не понимаем ничего. А первые дни, я говорю, что мыли Припять. Я поехала туда, какие вопросы ребята есть. Говорят, Валентина Ивановна, мы просим, чтобы в первую очередь отмыли больницу, школу и детский сад, и детские сады, чтобы туда вернулись дети. Вот какие были просьбы. А что, вы думаете, наша медицина была хорошо подготовлена? Нет, конечно. Йода же не хватило 131 для того, чтобы заблокировать щитовидку и дать детям хотя бы. Ну. Врачи говорили о том, что вино красное надо. Ну, якобы, значит, выводят нуклиды всякие, все туда-сюда. Ну вот, товарищ Лигачев сказал о том, что у нас бой объявлен с пьянством, и посчитал, что это тоже великое пьянство. Хотя, значит, по моим данным, 2 вагона Кабарне подтянули, но ни капельки, значит, не попробовал. Москва. Заместитель директора ТАСС, как обычно, пришел на рабочее место. И сразу заметил что-то неладное, поскольку на аппаратах стали появляться сообщения о необычайном повышении уровня радиации в Европе. Прежде всего, такие сообщения шли из Швеции. Первая реакция с советской стороны, это было просто молчание. И потом, если я правильно помню, они давали какие-то непонятные объяснения, что да, была какая-то авария, но она была не очень серьезная. Мы, кстати, вертелись, как говорят, как ужин на сковородке, складывая из 3 пальцев незамысловатую комбинацию для того, чтобы избежать драматизации того, о чем мы, собственно, так сказать, тогда и совершенно искренне еще не представляли, насколько это драматично. Мы ведь узнали даже, если уж говорить откровенно, то мы узнали, что выброс как на 2-й день по информации из Швеции. Не то, что кто-то нам из Швеции докладывал, а пошло уже поэтому. А ведь до этого была авария, пожар. И все там заняты этим. Природу вот случившегося поняли на 2-й день. Уже на 2-й, 27-го, а 28-го всего пошла уже публикация. Политбюро было 28 числа, 28 был понедельник. Вот понедельник было Политбюро. На Политбюро, все члены Политбюро, ну я не знаю, я не помню, Щербицкий был или нет, не помню, по-моему, не был он. Вот. Были члены Политбюро, кандидаты, секретари ЦК. И как раз рассматривался вопрос, что произошло в Чернобыле. Я докладывал других.
Шло обсуждение, значит, уточняли детали и так далее. И Политбюро приняло решение тогда. И только к концу понедельника, 28 числа, мы получили, как это обычно бывало, из ЦК вот такой большой красный конверт с множеством сургучных печатей. Вот. И, вскрыв его, нашли там такое сообщение. Очень небольшое, явно выдержанное в таких тонах, чтобы придать содержанию нечто обычное и из ряда вон выходящее. Это была малюсенькая заметочка всего в несколько строк, то и должен сказать, что мы особого, по-моему, значения ей не придали. И заверстали ее так, как обычно верстали в программу «Время». Видимо, в начале были какие-то события, связанные с Центральным комитетом партии, с деятельностью генерального секретаря. И, видимо, это где-то была, боюсь сейчас не точно сказать, но думаю, что мы верстали где-то ее в середину официальной части. Добрый вечер. Здравствуйте, товарищи. По этому адресу идут ежедневно десятки тысяч писем и денежных. Вода Портогальского хранилища пошла по руслу реки. О Василии Быкове, его творчестве, можно сказать так. В всех выступлениях студентов здесь говорилось о том, что должна и может сделать... От Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. Принимаются меры по ликвидации последствий аварии. Пострадавшим оказывается помощь, создана правительственная комиссия. В моей жизни, я думаю, в жизни страны есть период и время до Чернобыля и после Чернобыля. Сегодня нет в живых 30 тысяч участников и свидетелей катастрофы. 70 тысяч инвалидов всю жизнь будут ощущать последствия радиации. Радиация коснулась 17 европейских стран и даже добралась до Турции. С 1986 по 1991 год в ликвидации последствий участвовало десятки ученых, 40 тысяч военных. Из средств СССР затрачено 30 миллиардов долларов. Эвакуировано 116 тысяч человек. Зона отчуждения на сегодня составила 3100 квадратных километров.